Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о желании фигуристов из других стран работать с Этери Тутберидзе. Нормальное явление, если спортсмен хочет работать с другим тренером. Мы все работали с иностранцами. Почему мы должны учитывать международную обстановку? Ученики просят, и мы должны с ними работать. Спокойно к этому отношусь. Я сотрудничала со многими странами. И Япония, Америка, Канада, Франция, Италия и финны были. Этери Георгиевна хороший тренер. Разве может быть у нее плохая работа в группе? Сказала Тарасова. Начало 2023 года в фигурном катании отличилось событием, которое идет вразрез с последними тенденциями. Серебряный призер чемпионата Европы итальянец Даниэль Грасль рассчитывает на постоянное сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. Фигурист уже засветился в Москве. Давайте вспомним всех иностранных спортсменов, когда-либо работавших с Тутберидзе. Грузинского фигуриста Мориса Квитилашвили сложно в полной мере считать иностранцем, потому что он родился в Москве и до 2016 года выступал на чемпионатах России. Практически всю карьеру Квитилашвили тренировался у Этери Тутберидзе, так что после смены спортивного гражданства принципиально ничего не изменилось. В последние несколько лет Морис с тренерами добились международных успехов, бронзовая медаль чемпионата Европы 2020 и золото Гран-при Москвы в пандемийный сезон. На Олимпиаде в Пекине фигурист занял 10-е место. В этом сезоне Квитилашвили внезапно покинул Хрустальный, где провел почти 10 лет. Он перебрался в Италию в команду Лоренцо Магри. По словам представителя Федерации Грузии, это временное решение, обусловленное текущими сложными обстоятельствами. Во-первых, из Москвы логистически непросто добираться на соревнования в Европе и Америке. Кроме того, есть и психологические аспекты. Никто из российских спортсменов не имеет права участвовать в международных соревнованиях, в то время как Морис готовится к чемпионатам Европы и мира. Очевидно, спортивные чиновники Грузии посчитали, что сейчас тренировки фигуристов вне России будут более спокойными и продуктивными. Еще один грузинский фигурист в команде Тутберидзе – Ника Ягадзе. В отличие от Квитилашвили, Ягадзе родился в Грузии и до 14 лет жил и тренировался там. В Хрустальный он приехал на стажировку из-за постановки от Даниила Глихенгауза, но в итоге остался насовсем. Интересно, что на карьеру Ягадзе события 2022 года не повлияли так, как на коллегу по сборной Квитилашвили. Он по-прежнему тренируется в Москве и ездит на старты с Сергеем Дудаковым. В этом сезоне Ника выступил на 2 этапах серии Гран-при и даже выиграл мемориал Дениса Тена в Казахстане. Это, пожалуй, самая драматичная и громкая история сотрудничества Этери Тутберидзе с иностранными спортсменами. Родители Элизабет за ее детство успели поменять не один каток и предложить дочери ни одного тренера. Наталья Дубинская и Елена Буянова, Светлана Соколовская, Этери Тутберидзе. Фигуристка 2 года тренировалась в Хрустальном, но в 2013 году уехала в Канаду к местному специалисту Брайану Орсеру. Он был тренером, например, олимпийской чемпионки Ким Юна и тогда еще лишь перспективного юниора Юдзуру Ханю. От Турсынбаевой под руководством Орсера ждали многого, но за 5-летнее сотрудничество ей не удалось завоевать ни один серьезный международный титул ни по взрослым, ни по юниорам. После 12-го места на Олимпиаде в Корее на этих самых играх 2 ученицы Тутберидзе, Алина Загитова и Евгения Медведева, взяли золото и серебро. Турсынбаева сенсационно вернулась в Москву к бывшей наставнице. Для Тутберидзе новый этап работы с Элизабет стал делом чести, поскольку параллельно с возвращением Турсынбаевой к Орсеру ушла воспитанница самой Тутберидзе Медведева. Мотивация доказать свое тренерское превосходство усилилась многократно. Так за сезон Турсынбаева выучила четверной сальхов и стала первой взрослой фигуристкой, чисто исполнившей его на соревнованиях. Кроме того, она выиграла серебряные медали универсиады, чемпионата 4 континентов и стала второй на чемпионате мира, уступив только Алине Загитовой. Видимо, этот впечатляющий рывок стоил Элизабет слишком много здоровья, потому что ее дальнейшая карьера прервалась из-за серьезной травмы спины. В 2021 году фигуристка объявила о вынужденном завершении карьеры. На протяжении многих лет лучшие японские фигуристы выбирали российских тренеров. Сидзука Аракава и Мао Асада в разное время катались у Татьяны Тарасовой, Юдзуру Ханю брал уроки у Алексея Мишина.
когда разучивал четверной эксель, а Дайсуки Такахаси тренировался у Николая Морозова. Одиночник Уно не стал исключением. В 2019 году спортсмен внезапно расстался со своим многолетним наставником Михоко Хигути. Этому предшествовали 2 важных серебряных медали, чемпионаты мира и Олимпийских игр. Казалось бы, большой успех, но даже в присутствии великого Ханя Уно явно рассчитывал на большее. В попытке перезапустить карьеру и посмотреть на себя со стороны он оказался в Москве. О начале сотрудничества с японским фигуристом с гордостью было объявлено в социальных сетях группы Тутберидзе. Неизвестно, на каких условиях стороны договаривались изначально, но только сборами да подборкой совместных фотографий все и ограничилось. Любопытно, что из «Хрустального Сёма» ушел фактически в никуда, и новый сезон по сути начал вообще без тренера. На первые турниры он приезжал в сопровождении менеджера, а в зоне Kiss and Cry сидел один. Чемпионка Венгрии приехала на сборы к Тутберидзе весной 2021 года, когда начали немного ослабевать карантинные ограничения по всему миру. Цель была проста – улучшить личные результаты, потому что на чемпионате мира в Стокгольме Юлия Ланг не смогла отобраться в произвольную программу. 3-недельная стажировка должна была помочь фигуристке в освоении четверного сальхова и в корректировке прыжковой техники. Ланг отметила, что тренировки в «Хрустальном» отличаются повышенной интенсивностью, дома она проводила на льду гораздо меньше времени. Из Москвы помимо опыта сборов Юлия увезла произвольную программу от Даниила Глихенгауза, но короткая стажировка не дала особенного прогресса, в следующем сезоне Ланг снова не смогла подняться выше 30-го места на чемпионате мира. Башар Актар из Турции в сумме провел в «Хрустальном» 4 месяца. На каток попал по приглашению Сергея Розанова, который тогда работал в штабе Тутберидзе. Планов на постоянное сотрудничество не имелось, но Башар был не прочь задержаться в сильной группе подольше. Он отправился туда, чтобы потянуть технику. Жесткость и строгая дисциплина турецкого фигуриста не смущали и не отпугнули, и единственной преградой стала финансовая сторона вопроса. Тренировки и проживание в чужой стране были для его семьи достаточно дорогими. Сама Тутберидзе признавалась, что отказывалась от многих предложений работать с зарубежными фигуристами из патриотических соображений. Раша, и все-таки она наша. Во мне это есть. Иногда обращаются спортсмены из серьезных федераций. Взять 2-го номера сборной Китая. Но чтобы не грубить, я просто объявляю такую цену, которую невозможно преодолеть, сказала Тутберидзе в 2017 году. Стоит отметить, что Актар за карьеру успел постажироваться практически у всех лучших российских тренеров, включая Алексея Мишина и Елену Буянову и Викторию Волчкову. Помимо всех вышеперечисленных спортсменов, каждое лето в группу Тутберидзе приезжают на сборы другие фигуристы из разных стран – Киргизии, Вьетнама, Китая. Многие предпочитают держать это в секрете, многие просто недостаточно известны публике, чтобы о них громко говорили. Что касается итальянца Даниэля Грасля, который хотел бы продолжить сотрудничество с российским тренером на постоянной основе, то он давно озвучивал свое намерение поработать с Тутберидзе. Грасль фанатеет по четверным прыжкам и мечтает стабильно прыгать их все, так что им с Этери Георгиевной будет о чем поговорить.